Всем привет! С вами снова Андрей Паровар. И сейчас я расскажу вам о моем новом приключении, которое случилось в невероятном месте. Месте силы. И это озеро Байкал. Это место, которое дарит невероятную энергию, заряжает тебя, очищает и окрыляет. Место, которое меняет твое сознание. И именно в этом месте я решил построить ледяную баню прямо на льду. И для начала мне нужно выпилить майну и получить 12 тонн льда. Итак, майна выпилена. Размер ее примерно 2 на 3 метра. И теперь предстоит самая нелегкая работа. Это доставать вот такие вот куски льда. Для того, чтобы вот такими клещами стоматологическими для вытаскивания зубов можно было вытаскивать вот такие вот кусочки льда, из которых, собственно, и будет строиться наша банька. И вот буквально за 15 минут нелегким, я вам скажу, трудом, я весь мокрый, вот такое тут количество блоков, которое будет являться стенами для моей баньки. Очень нелегко, устал, но я думаю, что оно стоит того. Посмотрим. Единственное, что я неправильно сделал, это нужно было занимать лед по очереди по каждой полосе, которая была напилена. И тогда бы я понимал, что бруски у меня одинакового размера. А так мне придется мерить их рулеткой и выравнивать друг относительно друга и подпиливать бензопилой, чего бы очень не хотелось. Поэтому, если вы будете строить баню изо льда, обязательно это учтите. Режьте либо совсем ровные полосы, для того, чтобы потом ничего не мудрить, либо эти полосы вынимайте друг за другом и складывайте по очереди. Начался легкий мороз, льдиная, ездит по льду плохо, поэтому решил немножечко и охладиться, и потаскать их на плече. Ну и заодно можно, в принципе, и погрызть. Все-таки Байкал. И поел, и попил. Многие спрашивают, что я кушаю во время своих экспедиций. Расскажу вам про один лайфхак. Берете, покупаете, не буду показывать название каши, я ем овсяную кашу, называется хлопья овсяные с клубникой, в сухом виде. И запивайте водой. Во-первых, это вкусно. Во-вторых, каша попадает в желудок, и это получается длинные углеводы, такое обалденное насыщение. Весь прием пищи занимает не более 2 минут, но при этом насыщение как от 2 тарелок каши. Бомба! В целом работа оказалась более кропотливой, и помимо того, чтобы выпилить, необходимо еще также убирать из майны лед. Подальше от майны. План такой. Здесь будет стоять баня. В ту большую майну я прыгну, проплыву подо льдом и должен выплыть здесь прямо в теплой баньке. Поддать парку, попариться.
Посмотрим, осуществится ли мой план. Чистейшая вода, чистейший лед. Просто как слеза. Просто как лед. Чистейший лед, как лед. Невероятная красота. Глубина под нами сейчас где-то 30 метров. Ёпта! Стоять! И так не бывает на свете, что были потеряны дети. Песня маленького мамонтенка, который был в Мальдине, если я не ошибаюсь, конечно. Ох, красота! Я добрался до самого верха. Почему я здесь? МЧС запретил сегодня выходить на лед. МЧС объявил режим чрезвычайной ситуации из-за сильного ураганного ветра. Делать было нечего, и я решил осмотреть окрестности. Мозг начинает немножечко кипеть, и операционная система не справляется. Сейчас смотрю наверх, а там летит пакет. Понимаю, что вся наша жизнь, она как этот пакет. Где-то взлетает, потом летит и где-то падает. Мне очень важно, как я проживаю свою жизнь. Мне очень важно, какой опыт от этого я получаю. И когда у меня спрашивают, зачем тебе это, я понимаю, что я именно таким образом могу познать себя, свои силы, укрепить свой дух, немножечко раскислить свою кровушку, зарядиться силами природы. Я сочувствую тем многим людям, которые никогда это не увидят. Очень много комментариев, когда люди пишут о том, что у них что-то ёкнуло внутри, и они поехали, пошли, полетели куда-то. Начните с малого. Выйдите из своего дома, перестаньте смотреть телевизор, бухать. Выйдите в парк, в сквер. Если у вас нет машины, сядьте на электричку, купите палатку за 1000 рублей и съездите в ближайший лес. На день, на ночь, на 2. Только не бухайте, а именно вот сядьте, как я сижу, и просто посмотрите вокруг. Почувствуйте себя в этом месте, около дерева, около камня, просто на земле. Почувствуйте себя на этой планете. Почувствуйте дыхание этой планеты. Представьте себе то, что мы летим где-то в космосе среди огромного количества звезд. Увидьте себя сверху. С интересом достойно прожить жизнь и напитать свою душу опытом. Я считаю, что это значительно важнее, чем купить телевизор или машину, или построить дачу. Это и есть мой смысл жизни. Это и есть мой смысл жизни. Чтобы не терять время зря, прямо на берегу Байкала я решил собрать камни для печи моей бани. Кстати, камни Акатыша на вид очень прочные и плоские, что упростит их укладку на печь. Собрав камней, я решил подняться на одну особую гору Байкала. Это гора высотой около километра, с которой открывается вид на остров Ольхон. Местные называют эту гору Владыка Тьмы. Священная гора Данхан. Гора силы. Гора шаманов. Смотрите, какой вид отсюда открывается. Друзья, какая силища, какая мощь. Мощнейший ветер, который продувает тебя полностью. Продувает все тонкие тела. Мощь. Только совсем недавно туристические группы начали подниматься сюда. А так считается, что сюда можно заходить только шаманам и мощным, сильным людям, которые смогут совладать с той энергией, которая есть в этом месте. Если вы слабы, то эта энергия может
обернуться против вас. Ну что, переждав непогоду, сегодня стоит отличное солнце, ясное небо, поэтому у меня есть всего лишь один день на то, чтобы и построиться, и попариться. Сюда скоро приедут фридайверы для установления рекорда, поэтому нужно сделать все в максимально короткие и быстрые сроки, сжатые. Значит, чем сейчас буду заниматься, так как блоки вчера я показывал, что они застыли, соответственно, буду отбивать их и подрезать края у каждого блока. То есть тот верх, который у нас идет сверху льда, он ровненький. А то, что находится под водой, оно имеет определенные неровности, которыми нужно выровнять. И вот так вот я буду обрезать каждый блок для того, чтобы ставить блоки друг к дружке. Вот, и между ними было минимальное количество щелей, которые я планирую заделывать льдом и снегом. Вперед! Отличная погода, отличное настроение. Я надеюсь, что все у меня получится. Ну что, закладываем первый камень нашей бани, фундамент. Он будет первый, пристрелочный. Сейчас постараюсь выровнять его, подобрать примерно одинаковые по высоте блоки и уже начну обкладывать. Кстати, сейчас стоим, слышно, как периодически лопается лед. Ну что, поехали. Все. Вожу, собираю и строю. Для того, чтобы ровненько поставить блоки, сбиваю вот такие вот наросты между ними, чтобы все было ровно. Выставил уже раз, два, три, четыре, пять, 6 блоков. Получилась одна стена. Сейчас продолжаю ту стенку, эту, и буду замыкать и наставлять уже следующие блоки сверху. Готов второй ряд нашей бани. Начинают подъезжать туристы, интересоваться, что происходит. Не успел я достроить баню в одиночестве. Подъехала куча аквалангистов и фридайверов. Вот, поэтому строю в шуме и в суете. Настраиваю последние кирпичики. Останется у меня последний пол этажа и буду уже накрывать сверху крышу. Короче, началась такая движуха тут вообще. А у меня последний уровень, чему я очень рад. Но он самый тяжелый, потому что нужно поднимать на самую высоту. Раскололась, но это не страшно. Нагрузки никакой на ней не будет, кроме крыши, поэтому положим как есть. Усталость уже сказывается уже усталость. В 5 метрах вон люди купаются. Я-то думал, что они будут купаться, как я, в трусишках, а они в гидрокостюмах восьмерки. Так и я смогу в гидрокостюме искупаться. Попробуйте в трусишках, как я, купитесь. Это совсем другое дело. Я думаю, просто им жены не разрешают.
Это вам не бабки пилить. Это вам лед на Байкале пилить. Не каждый сможет. Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой кота. Чижика, собаку, кошку, забияку. And now, ladies and gentlemen, последний блок положим. Осталось сделать крышу, дверь, поставить печку, натопить ее, запарить венички, попариться и нырнуть. А сзади в синем костюме. Вы знаете, кто это? Это 19-кратный, а завтра, возможно, он станет 20-кратным чемпионом мира по фридайвингу Алексей Молчанов. Вот так вот. Такой вот у нас вышла коллаборация. Вот готовят для него майна. Будет разнырливаться. Ну что, начинаем строительство крыши. Строительство крыши. Как-то вот так вот сейчас я буду выравнивать ее. Эта опорная доска мне нужна для того, чтобы сделать из нее дверь. Поэтому она мне важна. Ну и сейчас так вот накидаю, посмотрю, сколько у меня есть досок. И буду их распределять. Нам придется немножко подрубать топором, потому что потолок ложится неровно, а в целом ложится очень хорошо. Так, а как я сделаю? Я сначала положу доску, хотя, конечно, по большому счету лучше бы сначала мне сейчас положить пленку, потом на пленку доску, а потом еще раз пленку. Имеет ли это смысл? Имеет ли это смысл? Не, я думаю, никакого смысла это не имеет. Я думаю, что я сейчас оставлю потолок вот так и пленку сделаю вот так, в натяг. И опущу ее примерно по третий блок, для того, чтобы пар держался. Если этого не сделать, то пар будет уходить весь в блоке. Физическое явление под названием конденсат. Я не хочу конденсата, я хочу хорошего пара, поэтому буду делать вот такой вот парозахват. Отлично. Потолок готов. Печка поставлена. Я думаю, ждать не будем. Сейчас будем ее затапливать и параллельно обшивать потолок клеенкой, полиэтиленом. И надеюсь, что через часик-полтора уже я попарюсь. И в отличие от этих ребят, которые в супер толстых гидрокостюмах, я выйду и нормально по-русски прыгну в прорубь, проплыву подо льдом и из этой майны выплыву. Шло дело растопка печи. В этот раз я запасся газовой горелкой. И я надеюсь, что сейчас оттуда уже пошел дымок. Надо проверить. Баня готова. Конечно, темпы супер ускоренные. Все происходило очень быстро. Плюс позавчера этот день был на нарезку льда. Плюс были под размер готовые уже доски двухметровые. Пленку распускал только что. Печка, ну, по сути, она ставится моментально. Поэтому в общей сложности, если вы будете планировать строить такую баню, берите с запасом лучше 3 световых дня. Это баня размером где-то порядка 3 на 2 метра. 3 световых дня — это для того, чтобы никуда ничего не гнать, в спокойном режиме отработать, все сделать, и получится вот такой результат. Сейчас топлю где-то примерно минут 15-20. Температура в парной где-то порядка 35 градусов. Начинает нагреваться. В районе трубы начала немножечко обгорать клеенка, но я там сделал по-хитрому. Двойной слой утеплителя, утеплитель сверху
и утеплитель снизу. Таким образом у нас сейчас обгорит только пленка вокруг трубы, и получается то, что дальше ничего гореть не будет, то есть с пожаробезопасностью все отлично, никто не пострадает. Дамы и господа, леди и джентльмены, внимание! Через полчаса растопки температура в парной составляет 46 градусов. Слушайте, ну я считаю, что достойно для ледяной бани 46 градусов через полчаса растопки. Я считаю, что это очень хорошо. Сначала закинул туда где-то примерно 2 такие дровины расколотые. Потом подкинул еще 1,5 дровины. То есть, в принципе, по большому счету, дров ушло ничего. Сейчас накидаю туда мелких дровишек. Я думаю, что примерно минут за 15 я постараюсь здесь поднять температуру, а может быть даже и попариться. Может быть даже и попариться. Всякое может быть. Ну и приступаем, конечно, к тому, чтобы нам еще надо не забыть сделать майну. Она у нас очень довольно-таки серьезная. Сантиметров 7 уже. И еще до этого не дошел, говорю. Не, топором я устану. Как я устал. Как я очень сильно устал. Фу, блин, хочу же попариться поскорее. Давайте проверим, что у нас с камушками. Ну так, видите, да, еще не очень, конечно, у нас с камушками. Фу, продолжаем работу, продолжаем топку. Не теряем времени. Вот. Потихонечку, помаленечку. Сейчас майночку нашу почистим. От льда. Вот толщина льда. Получается за 2 ночи. За 2 дня. Да, водичка студеная, я вам скажу, ребятушки. Подо мной сейчас 45 метров. Температура в парной перевалила уже за 50 градусов. Градусник у нас максимально на 50 градусов температура, поэтому непонятно, сколько там, может быть уже и 60, а может быть и больше. Это при том, что камни еще не прогрелись, и это без пара, то есть это чистая температура воздуха. Ну что, друзья, можно уже с уверенностью сказать, что эксперимент удался, порог есть, держит, печка топится примерно 40 минут, может быть час, еще ни разу не поддавал. Конечно, камни были замороженные, прогреваются очень медленно. Я думаю, что для нормальной топки нужно примерно 2-2,5 часа для того, чтобы именно хорошенечко прогреть камни. Сегодня будет легкая пристрелочка. Я планирую искупаться, но без проплытия подо льдом. Ну, скажем так, немножечко подурачусь, повеселю вас. Вот, сейчас подожду еще минут 15-20, топлю щепой для того, чтобы все интенсивно прогрелось. Ну и немножечко погреюсь, ножки, ручки, спинку, и вперед покажу вам маленькое, но смешное шоу. Вот, есть контакт, что-то лопнуло у нас. Очень сильная течь, то есть, прямо вот можно посмотреть, как вода течет сильно, да? Вот, и это обусловлено тем, что пленка прижата к стене и нету дополнительной прослойки, которая бы являлась у нас как раз таки вот этим вот пирогом, которая могла бы держать этот пар. Сейчас я сделаю там, где смогу, где вот у меня есть такие зазорчики. Я сделаю вот так. Во-первых, это остановит в этих местах течь. И во-вторых, это создаст дополнительную теплоизоляцию. Ну, не везде, конечно, получается сделать, но как получается. Вот как получается. Баня останется на ночь.
Поэтому будет очень интересно. Понятное дело, что пленка приклеится к льду. Вот, и будет, конечно же, пар сразу забираться на лед в виде конденсата. Вот. Ну, посмотрим, что выйдет, то выйдет. По крайней мере, я думаю, что завтра за 2-2,5 часа, когда я натоплю, камни будут отдавать уже значительно больше тепла. И таким образом уже можно будет реально попариться. Ну вот порог есть, но он такой, как бы, пока незначительный. Камушки, конечно, вообще не прогреются. Такой хороший пар хороший. Очень даже есть. О-хо-хо. Очень хорошо. Вот так вот раз паришься, и тут чемпион в гости заходит. Да. Как мы случайно на Байкале встретились. Вообще. Я ныряю, выныриваю, смотрю, баня, а я замерз. Пойду погреюсь. А я смотрю, как какие-то ныряльщики. И Алексей выходит. Я думаю, ну как человека не погреть? Кстати, еще ни разу не прел, не парил человека в гидрокостюме. О, как. И попарим наши ножки. Ты так зашел к нам в гости, так как ты наш дорогой гость. Я мы погреем немножечко бесплатно. Спасибо. Поворачивайся спинкой. О, спасибо. Куда-то уже появится, да? Вот такие вот веники продаются в Иркутске. Та-ра. О! Опа, 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 опа! Холодно ли мне? Мне отлично. Опа, опа, опа! Я лопнул! Эй! Байкал! Фу! Вот она, банька. Вот она, прорубь. Сегодня немножечко размялись, а завтра будет поинтереснее. Завтра будет самое интересное. Температура воды понятна. Фу. Состояние после этой воды понятно. Поэтому, в принципе, я думаю, что все должно получиться. А так я вам скажу, ребята, в принципе, это супер вообще. У меня такая еще легкая сейчас эйфория. Я думаю, то, что я осознаю все, что сейчас происходило чуть позже. Ну, наверное, завтра с утра, когда проснусь. Но в целом, конечно, я доволен. Банька стоит. В проруби я уже искупался. Немножко попарился. Печка рабочая. Поэтому я думаю, что завтра не только Алексей Молчанов поставит рекорд, ну и, может быть, я на что-нибудь сгожусь. Но нормально я под конец раскочегарил. Пара достаточно для того, чтобы хорошенечко прогреться и пропариться. Собираю печку и едем домой. До завтра, пока. Все стоит на месте. Единственное, что сейчас необходимо провести небольшие ремонтные работы. Часть пленки выдула. И для немножечко большей теплоизоляции, так как сегодня мороз покрепче и дует сильный ветер, я решил еще пленку дать в один слой с небольшим зазором. То есть она будет свисать где-то сантиметра 2 между стеной и пленкой, для того, чтобы был зазор и создавалась дополнительная теплозащита. Здесь вот можно видеть, как есть такие вот карманы. И как раз нам вот такие карманы не нужны. И здесь очень сильно проплавился лед, кстати. Вот надо сейчас будет все заделывать каким-то образом, чтобы вот этих вот карманов было меньше. То есть, в принципе, везде, где есть стыки, нужно стыки делать больше, примерно сантиметров на 15-20, для того, чтобы, вот видите, как блок
уменьшился где-то примерно сантиметров на 10. То есть вот весь верхний блок, куда сифонило, вот видно сразу, куда пар уходился, он уменьшился примерно сантиметров на 10. Поэтому здесь нужно будет сейчас уделить этому отдельное внимание. Сейчас поставлю печку сначала, затоплю, для того, чтобы здесь было тепло, и приступлю к ремонтным работам. Что касается установки места под печку, смотрите, тоже все здесь проплавилось, поэтому нужно обязательно ставить что-то, ну, скорее всего, либо деревянное, сверху уже защиту, если упадет уголек, чтобы ничего не загорелось. Ну, в общем, восстановительных работ где-то на час, плюс убраться, плюс майну. Кстати, майна опять замерзла серьезно. Майну сейчас надо будет топориком отколоть, восстановить все, поставить печку, уложить камушки, разжечь, и плюс большую майну надо будет тоже подготовить для того, чтобы поплавать. Ну вот, термометр упал, это 10, ну где-то около, наверное, сейчас 20 градусов. Около 20 градусов мороза. Не, меньше, 15 где-то примерно градусов мороза. Около 15 градусов мороза. Ну, надеюсь, что здесь сегодня будет градусов 60-65, а может быть и 70. Ну, кстати, я вчера, когда тушил печь, когда поливал много воды, пара было значительно больше, чем когда я просто парился. Вот, поэтому где-то за час удалось хорошенечко растопить эти камушки. Ни один из камушков не лопнул, не дал никакого запаха. Все было замечательно и хорошая пароотдача. Это галька, которая была на берегу, галька Акатыш. В принципе, отличный материал для печи, плоский, кладется на стеночки хорошо, принимает в себя и прекрасно отдает. Рекомендую. Цепь на пиле вчера слетела. Рублю топором досочку для того, чтобы поставить ее на печку. Вот она, печурочка. Вот он, огонек. Огонь пошел. Печурка задышала, проснулась, ожила, начала бахать, бухать. И это значит, в этой баньке новая жизнь, новый день. И сейчас начнется... Что сейчас начнется? Сейчас что-нибудь начнется. Сижу и осознаю. Я Андрей Паровар. Несколько тысяч километров от дома, в полнейшей тишине, сижу на озере Байкал. Подо мной метр льда и глубина глубин. Чистейшая вода, звенящая тишина. Слушаю, как трескается лед. Чувствую дыхание озера Байкал. Чувствую его силу. И таких мест на нашей планете огромное количество. Ну что, друзья, бывает там вот комментарии такие поступают в роликах, когда пишут о том, что да, это все фейк, вы там парите сухими вениками, это все постанова, да разве можно было попариться там в бане Чуми там или еще где-то. Но вот чтобы не быть голословным, в принципе, печка топится еще где-то минут 40, 65 градусов температура и 55% влажности. Влажность довольно-таки высокая. Это без подачи пара. То есть это то, что можно увидеть на данный момент без подачи пара. В принципе, я думаю, то, что я постараюсь здесь сегодня сделать сталеварскую баню. Вот, для того, чтобы вот этим всем неверующим фомам доказать о том, что в таких условиях реально раскочегарить баню до очень хороших температур. Ну, не знаю, до соточки, может быть, не поднимем, но я думаю, градусов там до 80 постараюсь поднять и раскочегарить. И
будет очень-очень жарко. Вот. Возможно, придет кто-то из фридайверов. Сегодня Алексей Молчанов будет ставить мировой рекорд. Возможно, кто-то придет из фридайверов и там кого-нибудь сможем попарить. Посмотрим. Но, тем не менее, температура есть температура, влажность есть влажность. Прибора не обманешь. Вот. Стоит здесь очень жарко. Чувствую, как начинаю потеть. Неверующий Фомы, скажу вам так, что никаких постанов у меня нету. Делаю все как есть, без прикрас, без наигрываний. Вот, все по-настоящему. Попить из Байкала. Бесценно. Ой, водица, матушка. Ой, ледяная. Зубы сводит. Ой, ой, фу, чистейшая вода, вкуснейшая. Вот это бесценно. Вот это бесценно. Фридайверы там кислород набирают, готовятся. И я тоже готовлюсь к своему фридайвингу. Ребята будут в костюмах, а я в трусиках без костюма. Задачи у нас разные. Решил пойти сходить к фридайверам, посмотреть, как у них там. Посмотрите, какая красотища. Какой лед. Просто бомба. Выглянуло солнышко, отличная погода. Ветерка нету. Надеюсь, такая погода и сохранится. У меня уже через несколько часов самолет. Вот, и мне надо все успеть. Натопить, напариться, искупаться и двигать в Иркутск для того, чтобы улететь. Ребята, сейчас мы спросим, что у них там происходит. Называется, сходил к фридайверам, только расстроился. Ну, не расстроился, а хорошо, то, что меня предупредили. Говорят, то, что я затеял, очень опасная идея. Нужно обязательно одеть маску. Нужно обязательно поставить в майне флажок, на который я буду плыть. Нужно обязательно пробросить веревку, которая будет являться мне целеуказателем. И обязательно сделать страховку, в случае чего, чтобы кто-либо мог меня вытянуть обратно. Ну что, тем интереснее будет. Посмотрим, как и чего. Посмотрим, чем это все закончится. Надеюсь, закончится победой. Ну а там посмотрим. Надеюсь, что я выплыву из этой майны счастливый и довольный. Вот она пошла, родимая! Вот она! Хорошо! О, кочегарочка! О, вообще бомба! Ох ты! Вот это серьезно! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Поджар конкретный! Вообще конкретный поджар! О, что-то я немножко переподдал. Друзья, познакомился с обалденным человеком. Тоже Андрей на баньке. Супер профессионал, парильщик. Баня называется 7 паров, находится на Байкале. Загуглите, ссылочку я обязательно оставлю. Таких людей должны знать. Поэтому, когда будете на Байкале, обязательно заедьте к нему в баню. Напомню о том, что у меня есть парение за миллион, которое называется 7 паров. Связь с небесами. И у него тоже 7 паров. Поэтому подумайте, задумайтесь. В основном коллективные парения. Да. Расскажи в 2 словах. Командная. Это командная история, ребята. Добро пожаловать на Байкал. Рассказывать нет смысла. Лучше 1 раз увидеть, чем 10 раз услышать. Точно. Поэтому приехали сразу к Андрею. Ссылочку оставлю. Рекомендую. Ой, ребятушки, это самая жаркая из всех моих походных бань. Еще такой температуры не было. Горячий, классный, обалденный пар. 70 градусов, 60% влажности. Конечно, это некомфортно для мягкого, глубокого прогрева. Такой жесткий, прям мощный пар. Но мне и надо хорошенечко прогреться, для того, чтобы хорошенечко искупаться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Бомба, первый разогрев произошел, готовимся. Женек сейчас нам пробросит страховочку, оденем очечки, шапочку, трусики и произведем заплыв из одной майны в другую. Велес, батюшка, дай мне сил. Дай. Все ради русской бани. С Андрей Паровар. Но это очень феерично, это очень круто. Живите, любите, дышите, мечтайте, неситесь вперед! Ура! Вот оно состояние-то, вот! Вот это я понимаю, вот она русская баня. Блин, там так красиво, ничего не видно. Но красиво. Красиво и мощно. Вниз смотрю и понимаю, что там вообще такая глубина. Такая мощь вообще. Класс, 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 класс. Вот такое мне выдалось путешествие на Байкал. Надеюсь, оно вам понравилось. С вами был Андрей Паровар. Подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм. Ставьте лайки, и вы узнаете все секреты пара от Паровара.